Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Мой следующий проект – этот пасхальный зайчик. Вяжется очень просто и получается очень эффектная декорация к Пасхе. Предлагаю вам очень подробный мастер-класс этого зайчика. Попробуйте связать его вместе со мной. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я провязала первый ряд, то есть второй ряд нашей половинки. И теперь вяжу столбики с накидом. Делаю 2 воздушные петельки для подъема. И начинаю просто вязать вот в эту вторую половинку по 2 столбика. То есть у нас все время идет 2 прибавки. Я делаю под первую петлю 2 столбика. Раз, два. Под вторую петельку. И так весь ряд. У нас получится в конце 36 столбиков с накидом. Точно так же, как мы вязали первую половинку. Вот. Они у нас потом как бы будут прилегать друг к другу. И мы их соединим потом. Я должна начать вязать ушко в том же самом месте, где я вязала первое. То есть я прихожу во второй части туда же, где начинала воздушные петельки для ушка, и начинаю вязать 22 воздушные петельки, чтобы у нас ушки были на одном и том же уровне на голове. И дальше вяжу ушко точно так же, как и вязала первое, то есть иду петлевочной петелькой под следующую петельку, разворачиваюсь и вяжу первый ряд ушек. Это 31 столбик без накида. Вот таким образом. Теперь мне необходимо соединить эти 2 части головы. Я сделала себе уже метки, где я буду синеньким соединять их. И я знаю, что у нас в промежутке здесь должно остаться 14 петель с каждой стороны. То есть это у нас будут петли для туловища, которые нам необходимы будут для вязания туловища. А остальное мы теперь соединим. И провяжем также ушки синим цветом. Я начала соединять наши части. Просто беру здесь петельку, беру с другой стороны петельку и соединяю их. И так вяжу до ушка. Просто вот таким образом у нас это получается. Я дошла до ушка, и теперь я разъединяю, потому что ушки у нас должны быть отдельно, и начинаю вязать просто столбик в столбик в каждое ушко. Нашу обвязку. Вот таким образом. То есть здесь у нас было соединено, а ушки мы вяжем по отдельности. Обвязку. Здесь я делаю 16, по ушкам я делаю 16 столбиков без накида. Я провязала 16 столбиков, дошла до серединки, там, где у нас была воздушная петелька. Если помните, мы прибавляли здесь. И в воздушную петельку
в серединке я делаю столбик без накида, воздушную петельку и столбик без накида. То есть у нас здесь тоже получится прибавка, чтобы она продолжалась как бы остриечком. Здесь ушко. Довязываю ушко до конца, до головы. И здесь я могу начать, в принципе, вязать дальше вместе нашу голову. Точно так же соединять вместе. Но у меня осталось второе ушко. Я лучше сделаю так. Я перехожу просто на вязание второго ушка. Так как у нас все равно здесь соединится потом. Я перехожу на другую сторону. И начинаю вязать просто второе ушко. Обвязывать. Вяжу его таким же образом. То есть в серединке наверху я делаю воздушную петельку. Потом столбик, воздушную петлю и столбик. Вот таким образом. Я провязала второе ушко и продолжаю вязать обвязку головы. То есть я опять соединяю все вместе и вяжу здесь петелька в петельку. Нашу голову. Теперь как бы вместе. Таким образом я соединяю. Вяжу вместе 7 столбиков. 7 столбиков без накида. Вот у нас получились ушки. Вот голова. Для клювика я делаю в следующую петлю столбик с накидом, воздушную петельку и опять туда же столбик с накидом. У нас получается такой немножко клювик. И затем дальше соединяю столбиками без накида. Получился клювик. Вяжу до нашей метки. У нас такая голова с ушками получилась. Вот уже видно, что это зайчик. Четко видно. И теперь мы будем вывязывать туловище. Туловище я вяжу уже как бы разъединяя эти две части. То есть у нас будут они по отдельности. Я делаю 2 воздушные петли для подъема. И затем я делаю недовязанный столбик с накидом в первую петельку, потом иду во вторую петельку, делаю также недовязанный столбик с накидом и провязываю их вместе. То есть вот таким образом у нас получается. Затем делаю 2 воздушные петельки. И иду в следующую петлю, делаю точно так же столбик, недовязанный столбик с накидом, в следующую петельку недовязанный столбик с накидом и провязываю их вместе. 2 воздушные петли и так по всему
ряду. То есть я прохожусь сначала по передней части нашей головы и потом сразу перехожу на заднюю. Вот такой рисуночек у нас получается. У меня на первой части головы, здесь или как бы уже начало туловища, получилось 7 сегментов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. И теперь я перехожу на другую часть, сразу на заднюю. Вяжу 2 воздушные петельки и начинаю прямо отсюда вязать. Опять 2 недовязанных столбика, вторую петельку и провязываю вместе 2 воздушные петли, недовязанный столбик, недовязанный столбик, провязываю вместе и так далее. Все, вот таким образом мы переходим как бы автоматически на туловище. Я провязала заднюю часть до конца, и у меня осталось теперь сделать 2 воздушные петельки и соединить их с воздушными петлями для подъема в начале ряда. Все. У меня получилось по кругу, то есть туловище мы вяжем по кругу. Для следующего ряда я иду под воздушные петельки петлевочной петлей, делаю 2 воздушных петли для подъема и 2 столбика с накидом. Раз и 2. Зрительно это смотрится как 3. И также мы будем вязать в дальнейшем. 2 воздушные петли и сюда 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. И так провязываю по кругу весь ряд. Раз, 2 и 3 столбика. Я провязала по кругу второй ряд туловища, делаю последние 2 воздушные петельки и соединяю их с воздушными петлями для подъема. Все, я закончила второй ряд. И следующие 5 рядов я вяжу так же, как второй ряд, то есть делаю 3 столбика с накидом и 2 воздушные петли. Так провязываю следующие 5 рядов с 3 по 7.